Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня готовим азербайджанское рыбное блюдо лявянги. Это блюдо родом из нашего южного региона Ленкорань. Что оно из себя представляет? Это фаршированная рыба, но фаршированная по-особому. Сегодня будем делать сразу две рыбки. Значит, у нас один будет полностью классический рецепт. И из той рыбы, которая обычно используется для этого блюда, это у нас жерех, называется хашам. А второй такой экспериментальный рецепт, мы его будем делать из форели. Сначала почистим рыбку от чешуи. Жерех у нас икряная самочка. Вот икорка вышла тоже, друзья. Ее мы тоже пустим в ход. Теперь, друзья, подготовим начинку. Значит, чем мы эту рыбку фаршируем? Это такой классический азербайджанский рецепт. То есть лявянги делаются всегда так и никак иначе. Ну, конечно, отступать можно от правил. Ну, вообще я просто показываю классический рецепт. В состав идет лук, грецкий орех, паста алчи, то есть сливовая паста, соль, перец и все. Вот и вся начинка. Как я уже говорил до этого, одну рыбку мы сделаем полностью по классической схеме, вторую чуть-чуть отступим от классики. Запускаем мясорубку. Лук нам нужно теперь немного отжать, друзья, потому что столько жидкости нам не нужно. Но и слишком переусердствовать тоже не нужно. Следующим идет грецкий орех. Его мы также перемалываем в мясорубке. Теперь добавим вот эту икорку, которая у нас вышла из жереха. Теперь вот это все мы должны хорошенько перемешать. Здесь у нас, я еще раз напомню, значит, лук, грецкий орех и икра. Икра жереха. Теперь мы эту массу поделим на две части. Значит, меньшая часть у нас пойдет в меньшую посуду. Так. Больше останется в большой. Это потому, что у нас начинка будет немножко отличаться этих двух рыбок. Одна будет классическая, вторая с моим добавлением. Значит, в классическую мы добавляем соус, пасту алчи. Вот так немного, где-то 3-4 столовые ложки. Вот так перемешиваем. Забыл посолить. Хорошенько солим. Обязательно перчим. И вот так хорошенько перемешиваем. В экспериментальный что мы добавляем в виде эксперимента? Значит, здесь будет соус кизила, а не алчи. Тоже где-то 4-5 столовых ложек, потому что здесь
Масса побольше. И добавляем барбарис. Вот такую горсть барбариса. Тоже хорошенько солим. Перчим. И перемешиваем. Все, обе готовы. Это красненькая у нас экспериментальная. Это такая более невзрачная начинка. Это у нас классическая. Первый мы начиним форель, друзья. Вот она у нас такая красавица. Перед тем, как начинять, мы ее смажем вот этим самым кизиловым соусом внутри хорошенько. Вот так. Промажем ее хорошенько, друзья. Также хорошенько посолим, поперчим рыбку внутри. И начинаем ее начинять, друзья. Вот этой нашей супер начинкой. Вот так мы ее наполнили, друзья. То есть переполнять тоже нельзя, иначе мы просто не сможем зашить живот. А зашить живот просто необходимо. И вот отсюда мы начинаем ее зашивать, нашу рыбку. Немножко с начинкой переборщил, друзья. Она вываливается. Столько много делать не надо. Вот так. Теперь вот в этой, в крупной рыбке, друзья, мы еще сделаем надрезы. Вот так вот. Примерно диагонально. И вот эти надрезы, друзья, мы тоже заполним кизиловым соусом. Так. Также посолим. И поперчим рыбку снаружи. Снутри мы это уже сделали. Аккуратно перевернем. И то же самое сделаем с обратной стороны, друзья. Надрезы. Все, с первой рыбкой закончили, друзья.
Кладем ее на противень. Так. Теперь то же самое сделаем со второй рыбкой. Но здесь чуть проще, надрезов здесь не будет. Потому что в классическом рецепте надрезы не делают. И эта рыбка тоже отправляется на противень. Вот так они. В тесноте да не в обиде, как говорится. Все, друзья, обе рыбки готовы. Теперь осталось только их засунуть в печь. Пошли. А теперь, друзья, разожгем нашу новую печь. Температура в топке нашего паровоза уже достигла почти 250 градусов. Для ляванги это больше, чем достаточно. Сейчас уголь распределим по кругу и будем класть нашу рыбку. Пора запускать рыбку. Вот они, наши рыбки. Температуру 200 градусов. Закрываем заслонку. И вот так где-то час-полтора. Ждем. Друзья, прошло ровно 1,5 часа. Давайте посмотрим, как там наши рыбки. Идемте к столу, там уже разберемся. Друзья, снаружи рыбка немножко обгорела. Может быть, выглядит непрезентабельно. Я почти уверен, что она внутри очень вкусная. Дело в том, что дровяной печи я никогда еще не готовил. Это первый опыт. Нужно научиться ею управлять. Сейчас посмотрим. Вот посмотрите, друзья, что у нас вышло. Вот наш азербайджанский ляванги бывает именно вот такой. Сейчас посмотрим, как вышло. Приготовился отлично. Снаружи хоть вид не очень, но вкус. Попробую нашу экспериментальную начинку. Честно говоря, не сильно отличается от классического. Чуть больше кислинки, может быть.
А для сравнительного теста мы должны попробовать еще кусок жереха. То есть более классического рецепта лавенги. Эта рыбка более костлявая. Сейчас посмотрим, как она на вкус. Начинка. Ну вот это классика. Настоящий лавенги. Друзья, ну, чтобы подытожить, скажу, что оба рецепта хорошие. Обе рыбки получились вкусные. У экспериментального варианта чуть больше кислинки, так скажем, да, больше фруктовых ноток. Но в общем-то оба очень вкусные. Так что, друзья, заглядывайте на наш канал почаще. Как вы видите, мы запустили нашу печку. Она работает. Готовить в ней можно. Чуть-чуть нужно научиться управлять ею. А так все нормально. Спасибо большое за просмотр. До свидания. До новых встреч на Каспийском береге.